Друзья мои, привет! С вами Фавионыч. Сегодня короткое видео для тех, кто собирается в отпуск или уже там находится, но не знает, как сохранить свои замечательные фотографии, где их сохранить бесплатно. Друзья, вы знаете, кто пользуется айфонами или андроидом, есть программы, которые автоматически подключают к вас к облаку, которое достаточно недешевое, да, и поэтому все фотографии в поездках, которые вы делаете, вне зависимости от мест, вы можете, например, в картах ОС, в программе ОС можете отследить и посмотреть, что за фотографии, какие, где места. Но подписка эта стоит денег в месяц. Мы сегодня будем говорить, друзья, о другом. Мы сегодня будем говорить о сервисе, который позволит вам это в поездке сэкономить ваши деньги. Соответственно, сохранить высококачественные фотографии без сжатия бесплатно, друзья. Итак, поехали, друзья. Сервис называется Flickr. Лицевая страница выглядит следующим образом. Первый раз, когда вы загружаете, точнее, для того, чтобы пользоваться этим сервисом, вам нужно зарегистрироваться. 1000 фотографий вы сможете загрузить абсолютно бесплатно. Сервис достаточно старый, работает стабильно, это один из самых известных сервисов. Кроме того, это социальная сеть, где вы можете публиковать ссылки на ваши другие социальные сети, общаться с фотографами, с любителями фотографий и прочее, прочее. Смотрите подробно все мои видео по Flickr, по развитию Flickr и по продвижению, в том числе на русском языке. При первом посещении вам нужно зарегистрироваться. Для этого вам нужна почта, где вы вводите свое имя, соответственно, возраст, адрес электронной почты. Теперь это очень просто сделать. С Android, я так понимаю, что можно сделать даже в приложении. Я сейчас покажу вам планшетную версию, как выглядит Flickr уже после того, как вы зарегистрировались. Эта процедура займет у вас несколько минут всего. Дальше, когда вы зарегистрировались, вы создаете свою собственную страницу, где можете сделать заставку обложки, поставить свой значок, сделать какое-то описание о себе, если вам интересно. Ну, это уже на на ваше усмотрение. Подробно, как этим заниматься, смотрите мой плейлист по Flickr. Дальше у вас несколько меню. Значит, одно фотострим — это то, где вы можете сохранять автоматически фотографии. Кстати, по поводу того, как сохранять автоматически фотографии, достаточно просто все делается. Здесь есть облачное хранилище. Вы можете подключить любые источники. В том числе, друзья, если вы будете пользоваться этой программой в приложении, существует бесплатная версия приложения, которая очень удобная для пользователей как iOS, так и Android. Достаточно просто это сделать. Ну, вот я сейчас открою мой альбом, связанный с Критом 2017 года, чтобы вы посмотрели, какого качества фотографий можно здесь сделать и сохранять. Фотографии без сжатия. Вот, например, по фотографии из iPhone. В чем преимущество? Во-первых, вы можете сохранять данные XHIF, так называемые. То есть, когда снималось, где снималось, карты, делать какие-то описания, ставить теги, размещать их в альбомах, размещать их в группах, которые интересуются той или иной тематикой, в том числе техническими данными, в том числе местами силы или какие-то интересные места. И в зависимости от того, насколько вы хорошо это делаете, посмотрите мои ролики для того, чтобы стать популярным, вы можете создавать какие-то совершенно невероятные вещи, да, и, может быть, возможно, ваши фотографии попадут в какой-то топ, и я даже не сомневаюсь, что это будет, если вы будете обращаться к Фавионычу, смотреть его ролики по продвижению в том числе. Значит, что дальше? Дальше вы, значит, имеете в программе первое, это камера RAW, это все фотографии, которые у вас автоматически сохраняются. Для того, чтобы это сделать, достаточно указать в настройках путь, с каких устройств вы это делаете, и дальше запускаете вот этот значок справа сверху, запускаете «Включить автозагрузку», ну и, собственно говоря, она начинает вращаться, и фотографии ваши в фоновом режиме автоматически загружаются. Это один путь. Более того, вы можете указать в настройках даже загрузку с мобильных устройств, то есть по соте. У меня здесь iPad, поэтому я вам не покажу, но с iPhone точно так же эта программа работает замечательно. Включить на настройках обновление контента и указать, что включена камера, доступ ко всем фотографиям. После этого вы сможете обновлять ваш Flickr в автоматическом режиме.
Например, если вы заходите, видите вот здесь сверху, видите такой огонечек, на него нажимаете и включаете автообновление. Теперь фотографии, которые у вас когда-либо были сделаны, будут загружаться автоматически. Если, кстати, вы хотите, чтобы это сделалось через сотовую связь, это тоже возможно, достаточно сдвинуть рычажок вот здесь, указать через сотовую, но поскольку у меня планшет, это не включается. Ну и все. И, собственно говоря, фотографии, которые у вас сделаны в поездке с сотового телефона, вы можете автоматически загружать во Flickr. В разделе «Публичные» вы видите фотографии, которые у вас уже загружены. В разделе «Камера RAW» это те фотографии, которые автоматически были загружены. Вне зависимости от того, открыты они или закрыты. Вот, например, закрытая фотография или, например, открытая фотография. Да? Значит, что дальше? Дальше вы публичные фотографии, которые вы можете открыть, любую из фотографий, например, которые у вас автоматически загружены, ну, вот, например, вот такой вариант, да, вы можете сделать несколько вариантов доступа. Вы можете, например, ее просто оставить в таком виде, как она есть. Нажимая кнопочку «Информации», вы видите, чем снято. Дальше можете указать название, например, листья, да. Можете сделать какое-то описание, добавить какие-то альбомы. Ну, в данном случае, например, я добавлю альбом, ну, давайте без названия, у меня есть такой альбом, без названия, Limit Exposure, ограниченный, скажем. Добавить какие-то теги для улучшения поискового запроса, да, об этом мои видео, смотрите. Ну и, собственно говоря, открыть ее в доступе, сделать публичной. Редактировать также вы сможете в самой программе, для этого не нужен какой-то компьютер. Если вы хотите редактировать ее в автоматическом режиме, чтобы она улучшилась, нажмите просто галочку с левой стороны, и фотография станет более приемлемой, более яркой для поисковых запросов, для всего остального. Если вы хотите вручную ее редактировать, то можете воспользоваться различными фильтрами, так же как в Инстаграме, но единственное, что здесь они более качественно работают. Можете изменить ее положение. Можете вручную полностью режиме ее отредактировать, выбрать настройки яркости, цветности, контраста, ну и прочее, и прочее. Соответственно, поканально настраивать, кому интересно, заниматься гистограммой, ну и прочего, резкости. Соответственно, можете потом ее изменить, сохранить ее как копию или сохранить как оригинал. Значит, какие еще возможности? Возможностей много. Можно сохранять короткие видео, но я не рекомендую этим заниматься, потому что Flickr — это сообщество фотографов в первую очередь, и поэтому интересно будет смотреть как раз ваши работы, связанные с фотографией. Значит, что же еще? Дальше вторая — это публичные фотографии, которые вы открыли. Ну вот видите, у меня здесь две даже фотографии открылось. Следующий раздел — это альбомы. Вы можете создать любые альбомы, назвать их. Как это делается? Ну, на примере, например, давайте листьев посмотрим. Да, мы открыли, заходите сюда и добавляете ее в альбом. Если у вас нет альбома, создаете альбом, например, листья. И после этого сохраняете, у вас появляется альбом листья. Теперь в этом альбоме вы видите одна фотография. Значит, дальше следующий раздел — это фавориты. Это те фотографии, которые вы отмечали, что вам понравились из ленты других пользователей Flickr или из каких-то источников, где вы просматриваете. Для вашей памяти, для того, чтобы вы, может быть, какая-то работа вам понравилась, или техническое устройство, которое вы заметили, вам интересно, вы можете сохранить, оно сохраняется в автоматическом режиме, и дальше вы можете просмотреть те фотографии, которые вам понравились. Следующее — это группы. Это путь для развития вашего фотографического искусства и для того, чтобы вас узнали. В каждой группе есть определенные условия, как правило, это или комментарии, какие-то отзывы. Есть группы очень большим содержанием фотографий, гигантских, да, размеров, там, ну, например, 17 тысяч пользователей, фотографий несколько сотен тысяч. Есть группы закрытые полностью, более высокого уровня. И здесь я хотел бы вам показать на примере, например, группы, у меня порядка 300 групп. В некоторых группах ограничения по количеству 30-60, но у меня нет ограничений на Pro-версии. Значит, Transcendental группа закрытая. В этой группе меньше даже пользователей, чем пользователь Explorer. Это основная лента из 500 фотографий лучше каждый день, которые отбираются.
Попасть в страницу Delta достаточно сложно. Но, тем не менее, у меня какие-то работы даже сюда заходили. Кому интересно, можете посмотреть мое видео, там все это подробно есть. Ну, например, вот эта фотография зашла в эту группу. В эти группы заходит по приглашению. Дальше. Значит, следующее – это статистика. Если вы надумаете серьезно заниматься фотографией, то вы можете поставить платный аккаунт, который стоит в районе $7 в месяц или $70, вот что-то подобное, и получать глубокую статистику, кто вас смотрит, с каких устройств, какое количество, посмотреть, следить за своим развитием, видеть, какие фотографии людям интересны, какие нет, какие набирают множество просмотров, какие набирают очень мало просмотров, смотреть, с каких устройств, откуда вообще, как, ну и хранить без ограничений количество фотографий. У меня здесь, вы видите, 37 тысяч фотографий, но они половина, большинство закрыто, объем 330 гигабайт. Объем на самом деле не ограничен ничем, друзья. Так что на Pro-версии добро пожаловать, кто хочет более серьезно заниматься. Ну а для всех остальных я напоминаю, что в поездке очень важно сохранять настроение и сохранять свои радостные моменты, чтобы у вас не было такой проблемы, как куда сохранить, нет места, еще что-то. Ну и, соответственно, тут же одновременно вы можете получить отклики людей, которые смотрят ваши фотографии. Можете смотреть по локациям, точно так же, как в Инстаграме. Ну, в общем, друзья, я рекомендую, это намного интереснее, чем все остальные сети, которые существуют для фотографов, поэтому обязательно смотрите мой канал. Во Фликере русскоязычным каналов очень мало. Фавионыч делает все для того, чтобы ваш отпуск прошел удачно и вы получали какие-то положительные эмоции, в том числе, вот видите, уже с утра пораньше уже кто-то пишет. Фликер сервис находится в Америке, это компания Amazon сервера, поэтому большое количество в Америке, сейчас у нас утро, в России, там сейчас ночь, поэтому, но тем не менее, европейцы уже просыпаются, уже комментируют, соответственно, друзья, я вам настоятельно рекомендую пользоваться этой социальной сетью, этим хранилищем облачным, для того, чтобы сэкономить и ваши средства в отпуске, ну и просто получить истинное удовольствие от общения с такими же увлеченными фотографами, как и вы. А с вами был Фавионыч, больше не буду ваше занимать время. Всем спасибо, друзья, пока. И удачи вам во Фликере.